Здравствуйте, мои сладкие! Сегодня я приготовила нечто особенное. Мой топ игр, который я никогда не порекомендую. Не ждите критику, здесь будет только хейт. Да, даже мне хочется порой разорвать жопу, выпустив немного пара. Звучит странно. В этом видео не будет любимых классиков или культовых произведений. Сегодня только боль. И чем дальше мы пойдем, тем более абсурдными, отвратительными и жестокими будут эти игры. Так что присаживайтесь поудобнее. Хотя нет, я бы даже посоветовала отойти подальше. На так называемом бонусном месте игра, в которую я бы посоветовала играть стримерам. Всем же смешно, когда другие страдают, верно? Супермен 64. Если вы не знаете о ней, вы счастливчик, потому что не подходите под типаж Ивана Зола. Напомню, я ищу богатую девушку, пик меня швальтушку, читал комиксы, что еще? Машина, элитная квартира, и чтобы ухаживала за мной. Да, это все именно то, что я хочу, без ров. Почему мы хейтим эту игру? Потому что это забагованный симулятор Властелина колец, где главный персонаж азиат, чья мать не дает и секунды на отдых. Проникнитесь этим сравнением, я не шарю за DC. По сюжету Лекс Лютер создал виртуальную версию Метрополиса. Он плохой человек, потому что схватил ваших друзей и закинул их в свой виртуальный мир, где вы должны их спасти. Это все. И вы должны были успеть это прочитать за секунду перед началом вашей первой миссии. Обычно, начиная игру, вас встречает кат-сцена, куча текста с лором или хотя бы туториал. Здесь стоит вам лишь нажать на советную кнопку «Начать игру», как вас сразу же впихивают в геймплей. У вас нет времени, чтобы разобраться с управлением. Нет, игра началась. Играй или умри. Вы играете за Супермена, который должен спасти своих друзей, летая через кольца. Дайте мне хоть минуту, чтобы полетать и освоиться. Нет. Ты уже на счетчике. У тебя 1,5 минуты, и этого времени впритык. Готовься страдать, ботик. Если ты пропустишь кольцо, игра остановится и заставит тебя проходить все заново. Управление говно. Одно неловкое движение, и ты потерялся в пространстве. И это тебе повезло, ведь ты мог застрять в текстуре. Видишь? Ты застрял? Ну как? Я же ни во что не ударился. Видишь, вон ту стену в метре от тебя. Да. Вот в этой стене ты и застрял. Ок, я просто начну заново. Куда жать? Никуда. Эту игру нельзя перезапустить. Жди, пока время выйдет, и потом начнешь заново. Ты должен быть идеальным, чтобы играть в эту игру. Слышишь? Ты думаешь, у Супермена есть время на обучение? 1 лишняя секунда и полгорода в огне. С каждым щелчком все больше и больше жертв. Труп. Еще один, еще. Не можешь пролететь через все кольца за минуту. Тогда ты не супергерой. Возможно, тебе нужна игра попроще. Знаешь английский? Нет. Отлично. Роли Полис на Нанокоробе Айоки, игра, которую написал наш знакомый Осаму Сато. И я была очень расстроена, когда поняла, что это его рук дело. Ведь в сравнении с его предыдущей игрой Eastern Mind, про которую я вам рассказывала ранее, это выглядит так, словно над ней вообще не старались. Да в его симуляторе LSD, то есть симуляторе снов, смысла больше. Словно это вообще не его рук дело. И единственное, что их объединяет, это то, что Осаму Сато выиграл эту игру на онлайн-аукционе. Я даже не могу назвать это игрой. Для меня это некая образовательная открытка, где маленькие японские дети должны были изучать английский язык. Только представьте, ваш ребенок не говорит по-английски. Лох. Вы покупаете ему эту игру в надежде на интерактив, построенную плавную программу изучения языка, а вас встречает это. Короткая кат-сцена, где немного рассказывают про персонажей игры. Важно ли это для сюжета? Нет. Потому что его нет. Вообще. От слова совсем. Если бы это был Хрюша и Степашка или Шаман с Мизулиной, ничего бы не поменялось. Меню выглядит так. Пацаны стоят на фоне надписи, которая буквально переводится как «Быстрый коричневый лис прыгает через ленивую собаку». Это классическая пантограмма на английском языке, содержащая все буквы алфавита. Фактически это аналог нашей фразы «Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю». Вы могли часто ее видеть, если скачивали, например, какие-нибудь шрифты из интернета. Так зач она в этой игре. Создатели могли просто написать алфавит, но это же так скучно. Короче, тыкнув на любую букву, вы начнете смотреть мультик, посвященный английской пословице. Да, вы учите пословицы. Не начинайте с простых слов типа мама, папа. Нет,
это для слабаков. Выучите сразу пословицы. Кому они к черту сдались? Я не знаю наизусть английские пословицы. Пословицы дают учить только уверенным пользователям языка, а вы новичку даете их сходу учить. Более того, вам же нужно знать, что эта пословица значит, правильно? Вот тебе, малыш, книга, где будет объяснение на несколько страниц на английском языке. Но ты же не знаешь английский. Хочешь понять, что там написано? Тыкни сюда и получишь перевод. Только смысл тогда в этой игре? Это бессмысленно. Конечно, в игре есть парочку мини-игр тут и там, но они недоработаны и являются чистым вбросом. В большинство даже играть неинтересно, так что куда ни глянь, сплошная неудача. Если бы это были просто мультики для обучения английского языка, я бы и слова не сказала. Яркий пример того, как можно запороть даже образовательную игру. На втором месте для меня Чиллер. Это, пожалуй, одна из самых шокирующих и спорных игр своего времени. Это аркадный шутер от компании Exidy, который позже вышел на NES. В отличие от типичных стрелялок того времени, здесь нет врагов в привычном смысле. Вместо этого игрок стреляет по связанным жертвам, которые находятся в разных орудиях пыток. Ты управляешь прицелом и стреляешь по жертвам, расчленяя их, разрывая цепи или активируя механизмы пыток. На экране средневековые подземелья, пытки, мясо и расчлененка. Главная цель — набрать как можно больше очков, но не спасая людей, а мучая их. В 80-х аркадные игры были относительно мягкими, максимум вампиры, зомби, роботы. А тут чистый трэш-хоррор с насилием, причем бессмысленным. Никакого сюжета, никаких объяснений, просто пытки ради очков. Даже по меркам 80-х это выглядело дико, ее даже пытались запретить. И ясно за что. Вся игра построена на пытках, крови, кишках и прочных мерзостях. Самое глупое, что я могла сделать, это пытаться цензурить пиксельную расчлененку. Это не Resident Evil и не Silent Hill, это скорее грязный эксперимент, показывающий, насколько легко можно запороть не только шутер, но и хоррор. Неужели можно сделать игру еще хуже? Представляете? Да! Я не говорю, что расизм хуже насилия, но если их скрафтить, то получится Гонконг 97. Это крайне спорная и известная видеоигра, выпущенная в 1995 году для консоли Super Famicom. Игра была разработана и выпущена независимым японским разработчиком под псевдонимом Happy Soft. Happy Soft. Говорящее название, не так ли? Это шутер с ужасной графикой, изначально имевший целью осмеять события, связанные с возвращением Гонконга в состав Китая в 1997 году, но запомнился он почему-то как пример плохой графики в играх. Это вертикальный скроллер-шутер, где игрок управляет персонажем по имени Чин, который является копией Джеки Чана, и он должен уничтожить бесчисленные армии китайцев. Сюжет, на удивление, есть, и в нем говорится, что в 1997 году Гонконг был возвращен в состав Китая, и игроку предстоит бороться с китайскими интернационалами. Просто, чтобы вы понимали, в самом начале игры их назвали стадом гребаных уродских коммунистов. Напоминаю, создатель японец. Небольшая ремарочка, некоторые японцы те еще расисты. И это я еще смягчаю. Вы же видели, например, их плакаты в метро, где они изображают темнокожих обезьянами, потому что они слишком шумные. И, с одной стороны, справедливо, ведь ты должен понимать менталитет страны, в которую ты посещаешь, и быть вежливым к культуре, которую ты ценишь. Но, с другой стороны, вы можете себе представить этот плакат в современной Америке? Или хотя бы вспомните, что существуют заведения, куда пускают только японцев. Видите ли, кровь у них слишком чистая. Но и у этого есть причина. Япония долгое время была изолирована от внешнего мира, особенно в период Эдо, когда страна была закрыта для большинства иностранных контактов. Это создало ощущение исключительности и важности сохранения японской чистоты в культуре и расе. И если я не могу утверждать, что вся Япония является расистской, то назвать автора этой игры им могу со стопроцентной уверенностью. Так же, как и уверен в себе автор этой игры. Просто послушайте, что тут написано. Хотите, чтобы вы продавали наши продукты в вашем магазине? Мы ищем дилеров по всему миру. 1/3 профита будет вашей.
Перейдем к сюжету. Позвольте мне просто зачитать вам перевод, окей? Проникнитесь этой атмосферой. Наступил 1997 год. Стадо каких уродских коммунистов сбегают с континента. Уровень преступности взлетел. Гонконг разрушен. Поэтому правительство Гонконга ради геноцида коммунистов вызвало родственника Брюса Ли Чина, машину для убийств, что стер с лица земли 1,2 миллиарда коммунистов. Как бы то ни было, на континенте Китая был в разработке секретный проект по трансформации покойного Тонг Шао Чинга в качестве оружия массового поражения. На экране настоящий китайский политик, член восьмерки бессмертных, который на момент выхода игры был жив. Это завязка игры. Дальше вас ждет геймплей, где вы будете убивать китайцев. После попадания по падающим ребятам, они взрываются атомной бомбой, а потом вам показывают тело. На весь экран тоже. Финальный босс игры – отрезанная голова Дэна Сяопина. Победив его, игра не закончится и продолжится дальше, где вы сможете бесконечно слушать эту зацикленную песенку. Никто почему-то не мог найти оригинал, хотя вот он. И это националистическая песня, прославляющая Китай и его культурное наследие, особенно связанную с важностью площади Тяньаньмэнь как символа страны. Постоянное повторение этой патриотической песни на фоне насилия и жестокости игры создает диссонанс и усиливает сатиристическую критику Китая, что делает игру еще более провокационной. А что хуже, она застревает у вас в голове и ассоциируется с этой игрой. Патриотичная песня, которая имеет историческое значение для Китая, теперь ассоциируется с этим. И ее знают только как тему из Гонконг 97. Разве всего этого недостаточно, чтобы ненавидеть эту игру и поставить ее на почетное первое место? Все это видео было для того, чтобы оградить вас от подобных игр. Но знаете, что иронично? Что даже в таком говне можно узнать что-то новое. Например, историю Китая. Ведь все, что было описано в этой игре, случилось на самом деле. Можете даже теории пилить по этой игре. Как игра 95-го года предсказала будущее. Да, передача Гонконга из Великобритании в Китай действительно произошла в 1997 году, на 50 лет, то есть до 2047 года. Сама передача была довольно значимым политическим событием, так как многие жители Гонконга беспокоились о том, что может случиться после того, как город окажется под контролем Китая, особенно с учетом политической ситуации в стране. Опасения относились к тому, как будут соблюдаться права и свободы человека. И в контексте Гонконг 97 игра отражает эти опасения, создавая гиперболизированную и шокирующую картину. Пытались в сатиру, а получилось говно. А в говно не играют. Его смывают, а потом на каковозиках отвозят специальные предприятия, где их перерабатывают. Вот.